То, что происходит в этой истории, приведет вас в шок, потому что никто не может себе представить, что сын способен тащить собственную мать за волосы, как будто она мусор. Но самое шокирующее не это, а то, кто ее спас в самый критический момент. В самой глубине польской деревни Свенте-Поле, где по утрам туман стелется над полями ржи, а старые липы шепчут свои грустные и трогательные истории, стоял дом под номером 6 на улице Вишневой. Там жила 70-летняя Едвига Домбровски, хрупкая женщина с кожей, сморщенной, как сухие листья осени, и глазами цвета янтаря, в которых еще теплился свет, словно маленький огонек надежды, несмотря на все ее трудности и страдания. Каждое утро она вставала задолго до рассвета, топила старую дровяную печь и тихонько молилась перед потемневшей иконой Богоматери, прося о мире и покое для своей семьи. В кухне пахло свежим хлебом, но дом был наполнен глухим молчанием. Ее сын, Михаил Домбровский, все чаще приходил домой мрачным и раздраженным, унося с собой облако гнева и напряжения. Михаилу было 37 лет. Он работал в полях, крепкий и высокий, с руками, обожженными солнцем, на которых отражалась его непреклонная жизнь. Но в его душе что-то сломалось еще в далеком детстве, когда отца раздавила телега с сеном, и все заботы о доме легли на хрупкие плечи матери. Вместо нежности он рос с обидой, и эта глубокая обида с каждым годом превращалась в злость, удушающую все вокруг. В один особенно знойный летний день, когда духота нагнетала атмосферу, Михаил вернулся с работы раньше обычного, охваченный внезапной тревогой и смятением. Войдя в дом, он сразу пошел к комоду и начал безжалостно рыться в ящике, как будто надеялся, что деньги откроют ему истину или избавят от его проблем. Его глаза налились яростью и эмоциями, полными ненависти. Деньги, которые он оставил, исчезли без следа. Он резко обернулся к матери, и в воздухе повисла напряженная тишина, трудно воспринимаемая. «Где мои деньги?» Его голос прозвучал, как удар тяжелого молота по плотному дереву. «Сынок, я не брала ничего. Я даже не заходила в твою комнату». Дрожащим и испуганным голосом ответила Едвига. Ее сердце колотилось от страха, как будто она уже знала, чем это закончится. «Лжешь!» — рявкнул он и шагнул к ней. Его тень угрожающе ложилась на нее, как проклятие. Его рука схватила ее за волосы, и он резко потащил мать по деревянному полу через распахнутую дверь на пыльный двор, оставляя за собой следы унижения в сердцах прохожих. Соседи слышали крики, но никто не вышел. В Свенте-Поле каждый знал характер Михаила и не хотел лезть в его дела, опасаясь за свою безопасность и собственную судьбу. Тишина деревни была пугающей, как если бы все живое затаило дыхание. Наблюдая за этим кровавым зрелищем, каждый ждал, чем это закончится. «Господи, если ты слышишь меня, пошли мне ангела. Я не справлюсь одна», — прошептала Едвига. Когда Михаил бросил ее в пыль, произнесенные слова были последней надеждой и молитвой, взятыми из глубины ее души. В тот самый миг на дороге показалась темная фигура, словно вынырнувшая из другого мира или иной реальности. Это был конь, высокий, с черной блестящей гривой и белым пятном на лбу, как будто это был знак его особой судьбы, уникальности и участия в этой трагической истории. Он шел медленно и уверенно, будто каждый его шаг был частью великого замысла, который только ему и известен, как будто он пришел в этот мир с определенной миссией. Он не был ни привязан, ни оседлан, и никто не знал, откуда он пришел. Его появление было неожиданностью для всей деревни, и люди задержали дыхание, осознавая, что нечто удивительное происходит. Когда конь приблизился, он остановился прямо напротив Едвиги и посмотрел на нее глубокими, почти человеческими глазами, в которых светилась некая мудрость и понимание.
которые были так необходимы в этот мрачный момент. Женщина поднялась на колени, дотянулась до его морды и коснулась его теплой мягкой кожи, которая излучала уют и надежду, словно ее прошлые страдания растворялись в этом мгновении. Ее рука дрожала, но внутри разлилось чувство покоя, вера в чудо. И мигом все ее страхи улетучились, как утренний туман. С этого дня конь не ушел. Он нашел свое место под старой липой во дворе и дремал там каждую ночь, словно сторож, охраняющий этот уголок земли, который нуждался в защите и любви. Михаил сначала пробовал прогнать его, кидал камни, хлопал в ладоши, стараясь сконцентрировать весь свой гнев на этом безмолвном существе. Но конь не реагировал, только смотрел на него спокойно и прямо. Его взгляд был полон непередаваемой силы и уверенности. Этот взгляд не осуждал и не прощал, но заставлял увидеть себя самого, открывая самые глубинные страхи и недуги души. И это пугало Михаила сильнее любого наказания, оставляя в его сердце холодный след. Несколько ночей подряд Михаил почти не спал, борясь со своим внутренним демоном, и он метался по комнате, слыша, как конь ходит во дворе, и чувствовал себя отрезанным от спокойствия и гармонии. А однажды он выбежал, пошел по дороге, ведущей к заброшенным мельницам за деревней, где воспоминания о счастливых временах накрывали его, как волны. Там, среди пахнущих пылью полей, он упал на колени и закричал: «Боже, зачем ты дал мне такую добрую мать, если я стал чудовищем? Зачем я так обращался с ней?» Ветер донес до него тяжелое дыхание, словно мир в ответ на его страдания откликался и ждал. Михаил обернулся и увидел коня, стоящего в нескольких шагах, словно он всегда был рядом, готовый поддержать и утешить. Взгляд животного пронзал его насквозь, без гнева, но и без утешения. И в этом молчании Михаил почувствовал, как изнутри что-то тает, как будто он впервые за много лет смог дышать по-настоящему, понимая, что его путь к исцелению только начинается и что ему предстоит пройти долгий путь. Вернувшись домой, он увидел мать, сидящую у калитки, как будто ждала его возвращения. Ее глаза блестели слезами радости и облегчения. Он упал перед ней на колени и, как когда-то в детстве, прижался к ее ногам, открываясь ей полностью. «Прости меня, мама. Прости меня». Рыдал он, осознавая всю глубину своих ошибок и неоправданных ожиданий. «Я всегда прощала тебя, сынок. Всегда», — ответила она, гладя его волосы и обнимая его, как в старые добрые времена, наполняя комнату атмосферой тепла и принятия. На следующий день соседи заметили радикальные перемены. Михаил сам пошел за хлебом, открыл ставни, впустив в дом утренние лучи солнца, пробуждая его пыльную тишину. Едвига впервые за годы сидела у окна с улыбкой и разговаривала с соседками, которые приходили на чай, словно они вновь стали частью ее жизни, принося радость и мир. А конь все еще оставался под деревом. Его спокойное присутствие притягивало людей, и они чувствовали, как нечто важное изменяется в их жизни, как будто магия вновь пробуждалась. Дети осторожно подходили к нему, протягивали руки, и он позволял гладить себя по морде, изредка фыркая от удовольствия. Его забота служила живым примером доброты и любви, которые они искали. Старики сидели на скамейках у забора, переговаривались шепотом, вспоминая истории, как в древности Бог являлся людям через животных. В атмосфере деревни витало ощущение волшебства и надежды на лучшее. Михаил стал тише и внимательнее к матери. Он начал замечать каждый ее вздох, слушать ее речи и радости. И это приносило ему умиротворение. Иногда он молча стоял рядом с ней на кухне, помогая резать хлеб или подавать воду,
и его сердце наполнялось теми чувствами, которых не хватало ему так долго. В его глазах появилось странное выражение, как будто он слушал тишину дома, прислушивался к каждому вздоху матери, стараясь запомнить это спокойствие и тепло. Каждый миг с ней стал особенным и важным. Несколько раз он даже встречался взглядом с конем, и в эти минуты его сердце начинало биться, как в детстве. Быстро, больно, но уже без злости и ненависти, сожаления, которые когда-то его грызли. Скоро в деревне стали говорить о чуде. Люди из других сел приезжали в Свинтиполе, чтобы увидеть коня и посидеть под деревом, целебная сила которого притягивала множество людей, даря надежду и радость жизни. Кто-то молился, кто-то просто оставлял цветы в знак благодарности, инициативно участвуя в жизни всей деревни. Однажды молодая женщина, неспособная родить, провела ночь у дерева и вскоре забеременела. Ее муж с благодарностью поставил у дерева маленький медный крест, как символ новой жизни и надежды на чудо. Местные начали собираться по вечерам и вместе петь старые песни, которых никто не слышал здесь со времен войны, возвращая в свои сердца те беззаботные и светлые дни. Едвига и Михаил жили теперь иначе. Вместе в мире, где не было больше страха и криков, а только гармония и понимание, которое приносило облегчение и радость. Каждый вечер они зажигали свечу и молились за тех, кто, как они когда-то, чувствует себя забытым и одиноким в этом мире. Их дом стал местом, куда шли за утешением и надеждой, как к источнику жизни. Люди приносили еду, помогали с ремонтом крыши, и впервые за десятилетия дом на улице Вишневой наполнился смехом и разговорами, словно жизнь вновь ожила в его стенах, привнося в него свет. А если когда-нибудь ты окажешься в Свинтиполе и пройдешь по улице Вишневой, задержись у старой липы. Постой в тишине, и, может быть, услышишь далекое ржание в ветре, напоминание о том, что хорошее всегда рядом, если ты этого хочешь. Или поймешь сердцем, что даже через молчаливое животное Бог все еще умеет приходить к людям, напоминая о любви, заботе и доброте, которые никогда не исчезают. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях, как она затронула ваши сердца, изменив ваше восприятие. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие вдохновляющие истории, которые могут изменить вашу жизнь. До свидания! И пусть ваши дни будут наполнены миром и счастьем.